Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям, суевериям и обрядам на 13 ноября. В этом видео уделим внимание церковному календарю, уделим внимание народному календарю, поговорим о том, что же можно и чего нельзя делать в этот день 13 ноября. Итак, друзья, 13 ноября в православных храмах чествуют двух святых – Спиридона и Никодима Печерских. Они жили в XII веке и были просфорниками в Киево-Печерском монастыре. И в историю православия вошли как проповедники христианства, молитвенники, которые вели строгий образ жизни. Святой Спиридон был наделен способностью к чудотворениям. Мы немножечко хотим больше остановиться о святом Никодиме. Почему? Потому что именно этот святой считается защитником жилья православных христиан от пожаров и бедствий. По легенде, Никодим прожил в ближайших пещерах Киево-Печерской лавры более 30 лет, занимаясь выпечкой просфор. Он очень усердно выполнял возложенные на него братья обязанности, и в процессе замеса теста и выпечки просфор всегда читал молитвы. Однажды Никодим и работающий вместе с ним ученик Спиридон увидели, что дверь печи открылась, и огонь распространился по келье. Вместо того, чтобы покинуть келью, монахи с молитвой начали тушить пламя и смогли быстро его погасить. В древние времена, еще до принятия христианства, на Руси отмечали праздник в честь богини Мокош, которая считалась покровительницей рукодельниц, ткачества и прядения. И в народе считалось, что богиня Мокош, занимаясь рукоделием, прядет не обычные нити, а судьбы людей. Но вернемся к преподобному Никодиму. Именно на Руси святого преподобного Никодима считали защитником от пожаров, поэтому икона этого святого присутствовала раньше практически в каждом доме. А мы вам рекомендуем 13 ноября обязательно прочитать молитвы, которые будут в описании к этому видео. Также по возможности сходите в храм, церковь, помолитесь. Не забудьте поставить свечку за здравие себя и тех людей, с которыми вы проживаете под одной крышей. Хотим немножечко уделить внимание 13 ноября. Дело в том, что в старину люди знали и верили, что именно 13 число, да еще и 13 ноября достаточно опасный день, потому что ведьмы и колдуны использовали этот день для наведения порчи из глаза. Поэтому крестьяне старались не выходить в этот праздник из дома. И только при особой нужде покидали люди пределы своего дома, стараясь быть предельно аккуратными и защищаться от магии всевозможными оберегами. Также 13 ноября суеверным людям стоит прислушаться к опыту предыдущих поколений, проявив бдительность и осторожность. Отправляясь утром на работу, есть смысл взять с собой, положив в карман кусочек зеленой нити. С ней нужно провести весь день и не расставаясь, и только вечером, уже вернувшись домой, зная о том, что вы больше не будете выходить из дома, достать ее и сжечь. И считается, что вот именно такой простой способ поможет вам защититься от любого негатива, какой мог быть направлен на вас в этот день 13 ноября. Также обращаем ваше внимание, что 13 ноября у нас с вами новолуние. Друзья, новолуние в знаке зодиака Скорпион. Обращаем ваше внимание, что именно по лунному календарю это новолуние самое положительное. У нас с вами закончился коридор затмений, который многие люди на себе его очень сильно прочувствовали. И сейчас у нас начинается вот спокойная полоса. Все мы потихонечку готовимся к Новому году, к Рождеству, но большая просьба
не расслабляться. Те советы и рекомендации, которые мы вам дали ранее, обязательно старайтесь выполнять, обязательно старайтесь их придерживаться. Почему? Потому что сейчас наступает время, когда открываются перед людьми новые возможности. И только вы сами для себя можете решить, что вы хотите сделать и как вы хотите то или иное сделать. И вы знаете, в вашей жизни так это и будет. Обратите на это особое внимание. Также обращаем ваше внимание, что новолуние у нас с вами в знаке зодиака Скорпион, а это у нас с вами знак зодиака отвечает и за партнерство, отвечает за деньги, а также отвечает и за трансформацию в тех сферах жизни, возможно, которые принципиально для вас важны и нужны. Так что, друзья, обратите на это особое внимание. А вот в народном календаре 13 ноября носил следующее название: День Никодима, праздник рыбака, Спиридон и Никодим. Также этот день называли как Днем Матицы. Давайте разберемся более подробно, что же из себя представляет этот день и на какие народные традиции, обряды и приметы обязательно вам стоит обратить внимание. И вы знаете, в этот день наши предки беспокоились о домашней птице. Они утепляли курятники или строили специальные сараи, куда куры смогут спрятаться в случае непогоды и холодов. Хозяева отбирали для убоя самую слабую птицу из куриного мяса, варили вкусный бульончик, готовили котлеты и курники. Курники – это пироги с мясом. А вот охотники и рыболовы отправлялись на промысел в надежде вернуться не с пустыми руками. Если охота будет удачной, то фортуна будет улыбаться на протяжении всего года. И обращаем ваше внимание, именно в южных областях нашей страны мужчины отправлялись на промысел на день. То есть утром выезжали, а вечером возвращались. Но в северных регионах охотники уходили на целые месяцы, так как охота являлась достаточно опасным мероприятием, и, соответственно, их провожали с особым, как говорится, шиком и блеском. Также 13 ноября этот день прозвали Матицы, Днем Матицы. Почему? Что же это такое Матица? Это важнейший брус, который устанавливали на потолок поперек дома. И именно всей семьей, именно 13 ноября все садились под ним. Для чего? А чтобы привлечь в свой дом достаток, благополучие, изобилие, везение и счастье. Матица произошла от слова матери, поэтому женщина, которая не могла забеременеть, садилась под нее и специально читала специальные слова. После этого трижды крестилась, подходила к иконе Богоматери и целовала ее 3 раза. Женщины на Спиридона и Никодима изгоняли из дома пожары с помощью специальных магических слов. Ставили посередине стола свечку и говорили, глядя на нее, определенные магические слова. После этого обходили с этой свечой все углы избы, а после обязательно сбрызгивали их святой водой. Что же касательно народных примет, касательно погоды, то 13 ноября наши предки обращали на следующие моменты. Если в этот день, 13 ноября, воробушки не чирикают, это говорит о том, что скоро наступят холода. Но если восточный ветер сменился на западный, то усилится облачность. Если дует сильный ветер, это к похолоданию. Но если пошел мокрый снег, то это говорит о том, что зима будет морозна, а если снег падает хлопьями, зима будет теплой. Ну а если в этот день, 13 ноября, моросит дождь в вашем регионе, то говорит о том, что непогода затянется. А вот именинниками 13 ноября выступают Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Иван, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор и Яков. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте с именинами.
Ну а по мнению наших предков, люди, рожденные в этот день, 13 ноября, имеют тайные знания по медицине и врачеванию. Достоинство людей, рожденных в этот день, это то, что они обладают природной добротой и всегда готовы прийти на помощь. Ну и, конечно же, у них есть определенные недостатки. Довольно часто их добротой пользуются окружающие в своих корыстных целях. Обращаем ваше внимание, что людям, рожденным 13 ноября, в качестве талисмана подходит бирюза. Именно этот камень особенно ценили на Востоке во все времена. В тибетской медицине его применяли в состав разных лекарственных препаратов. Бирюзу носили на шее, веря, что она защитит от смерти и от укуса ядовитой змеи. Что же касательно снов, то сны, увиденные в ночь с 12 на 13 ноября, бывают, как правило, неприятными, даже пугающими, но переживать по этому поводу не стоит. Дело в том, что сновидения показывают ваши внутренние разногласия. Редко встретишь того, у кого их нет, поэтому можно сказать, что для взрослого человека страшные сны, увиденные в ночь, это будет норма. Да, однако есть свои особенности и в таких сновидениях. Так, если увидеть во сне лабиринт или спутанные веревки, волосы, это говорит о том, что вы не можете принять какое-то для себя решение. Это вас тормозит, поэтому вам пора собраться с мыслями и сделать шаг вперед. Ну а приснившиеся в ночь с 12 на 13 ноября дикие разъяренные животные скажут вам о том, что вы обидели кого-то зря, и это вас мучает. Исправить ситуацию поможет только, как говорится, явка с повинной. Но если во сне вы увидите болезнь, свою или близких, то это будет означать истощение душевных сил. Их надо восполнить, пока моральный недуг не перерос в физический. Что же можно было делать 13 ноября по народным приметам? Вы знаете, в день Спиридона и Никодима нужно проявить выдержку и терпение по отношению к близким людям, так и к незнакомым. Рыбаку, прислушивавшемуся к этому совету, обеспечена прекрасная рыбалка в течение всей зимы. Сегодня употреблять лучше всего в пищу птицу, особенно рекомендуется курятина. Человека, который съел куриное блюдо, будет ждать счастливая доля. Также народные приметы говорят о том, что 13 ноября обязательно нужно выспаться. Если не поспать вдоволь в этот день, можно скоро заболеть. Поэтому, если у вас сегодня выходной или вы отдыхаете, то обязательно сделайте это. Ну а если вы работаете, подумайте о том, чтобы прийти как можно пораньше и отдохнуть. Что же нельзя делать в день Спиридона и Никодима? Вы знаете, народные приметы предупреждают, что в день Спиридона и Никодима нельзя делать предложение о работе. Притом этот запрет касается как работодателя, так и работника. Поэтому сегодня и не рекомендуется просить знакомых, близких и друзей помочь с трудоустройством. По народной примете, если нарушить данный запрет, в будущем новое рабочее место не принесет финансовой стабильности, а также возможны проблемы в отношениях как с коллегами, так и с начальством. Неприятности будут ждать и руководителя. Подчиненный окажется недобросовестным или некомпетентным в своей профессии. Лучше перенести вопросы и мероприятия по трудоустройству на другой день. Также 13 ноября нельзя рыбакам с кем-либо конфликтовать. Сегодняшние ссоры, к сожалению, могут привести к плохому улову. Обратите на это внимание. Наши предки говорили, что у такого рыбака 40 дней после ссоры рыба ловиться не будет. Также в день Спиридона и Никодима вам нужно проявить выдержку и терпение как по отношению к близким, так и к незнакомым людям. Рыбаку, прислушавшемуся к этому совету, обеспечена прекрасная рыбалка в течение всего сезона. Не разрешается 13 ноября поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу. Почему? Потому что она сигнализирует о сглазе. И тот, кто ее тронет рукой, тот же и подхватит сглаз. Это чревато упадком сил, раздражительностью, а также проблемами со здоровьем.
Также в день Спиридона и Никодима не стоит общаться с незнакомыми людьми. Среди них могут быть личности с негативной энергетикой, которая легко может передаться собеседнику. Если же кто-то незнакомый обратился с вопросом, то после общения с ним надо сплюнуть через левое плечо, тем самым отогнав от себя все плохое. Также 13 ноября нельзя есть мясо животных. Тот, кто съест, столкнется с трудностями и с проблемами. Поэтому на Спиридона и Никодима лучше потреблять в пищу птицу. Особенно рекомендуется курятина. Человека, съевшего куриное блюдо, будет ждать счастливая доля. Также народные приметы говорят о том, что нужно сегодня обязательно выспаться. И обращаем ваше внимание, что деньги, которые посчастливилось найти вам в день Спиридона и Никодима, на себя тратить нельзя. Их нужно отдать нуждающимся или потратить на других людей, иначе можно потерять все свои сбережения. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 ноября по народным приметам и церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.